Здорово, братва! С вами Влад, вы на канале Сборка ПК. У нас сегодня на обзоре одна из лучших механических клавиатур по соотношению цена и качество. Это лучшая фабричная клавиатура, которая содержит в себе практически все нюансы кастомной клавиатуры, но при этом стоит $90. Это Dark Project KD87A на механических переключателях от Giteron Captil. Это уникальные переключатели, которые созданы непосредственно для Dark Project от Giteron. Они еще дополнительно смазаны. Они с очень классной громовкой, которая прям идеально подходит для гейминга. Вот прям очень идеально. Про это мы отдельно поговорим в игровом блоке. Обязательно это посмотрите. У KD87A есть различные переключатели от Giteron. И черные, и красные, и желтые, и синие, и коричневые, и плюс оптические есть, она чуть дороже стоит с оптическими гитеронами, и Giteron Captil, такие как у меня. Обращаю ваше внимание, то, что в интернет-магазинах клавиатура выглядит одинаково, а стоит по-разному. Это как раз из-за различных переключателей. То есть смотрите на название клавиатуры, в нее вшито абсолютно все то, что установлено в эту клавиатуру. Поэтому ориентируйтесь всегда по названию. У меня Giteron Captil. И, как говорил Макс Шелест, это просто имба. Действительно имба за свои деньги, потому что у нас в Украине сейчас она стоит 2400 гривен, 6600 рублей или $87. На розетке с пометкой «Заканчивается». Ссылочку я оставлю в описании. Кто успеет купить за эту цену клавиатуру эту, тому просто пятерочка. Вы просто счастливчик по жизни. Это действительно очень крутая, классная клавиатура в эти деньги. В России на официальном сайте она стоит 8000 рублей. У нас в Украине она стала продаваться около 2 месяцев назад. Может быть, на старте продаж такая цена, или может быть это эхо там Черной пятницы или вообще новогодних праздников. Но тем не менее, за эти деньги это действительно имба. Я прям рекомендую вам посмотреть этот обзор. Это будет полноценный мой обзор с таким разговорным контентом, где я буду сравнивать и с другими клавиатурами и показывать то, что нравится, что нет, чтобы вы имели понятие про эти клавиатуры, да, и могли в сравнении что-то выбрать. Поэтому смотрите этот обзор до конца, так вы максимально поддерживаете меня и выпуски моих видеороликов. Можете даже посмотреть несколько раз, вам просто плюс в карму огромезнейший. Поэтому смотрите, кайфуйте, а мы погнали обозревать. Если вы хотите поиграть во что-то кроме Warzone и PUBG, то рекомендую вам покупать игры в моем личном магазине Assembly Games. Здесь есть все новинки и хиты по очень низким ценам. В разделе ключей вы можете купить лицензионные игры в несколько раз дешевле, чем в Steam, с рандомом или без. В разделе с аккаунтами крутые тайтлы вообще стоят по 10-20 рублей. А если вы не знаете во что поиграть, то можете испытать свою удачу в рандомных кейсах. Там всегда выпадают игры, которые стоят дороже, чем сам кейс. И самое важное, вы получаете от меня подарок за любую покупку в моем магазине. Добавляйте себе в закладки магазин Assembly Games и затаривайтесь играми только там, сэкономив кучу денег. Ссылка будет в описании под видео. Упакована клавиатура в стандартную коробочку, ну достаточно прикольно все выглядит, подойдет и на подарок, так презентабельно выглядит. Плюс там все хорошо упаковано внутри с поролончиком, поэтому доедет к вам в целостности и сохранности даже издалека. В комплекте поставки гарантийный талон, мануал, кстати в мануале есть технические характеристики и дополнительно вы сможете настроить все ходкеи, то есть запомнить все ходкеи, которые возможны с этой клавиатуры. Отчасти я вам покажу по подсветке, здесь несколько режимов есть, 7 плюс 5 режимов подсветки. Я их покажу, но по мультимедиа функциям вам нужно запомнить, потому что на клавиатуру они не нанесены, то есть вам нужно их просто запомнить или обращаться к мануалу, так что вот он важен. Кстати, вот с обратной стороны есть вот сетап к этой клавиатуре по вот таким вот капам, то есть PBT капы с классным окрасом, вот я в будущем 100% закажу их, чем вам не кастом, ребята, вот к этой фабричной клавиатуре, прикольно. Дополнительно пуллер, тот, который не царапает капы, а нормально их достает, тоже классный, в комплекте есть. Вот такой вот пакетик, в котором крышечка задняя, вот, чтобы фиксировать провод с 2 болтиками. Может кому нужно, но я, кстати, не использовал ее. Дополнительный ключик, чтобы доставать переключатели и свечи отсюда, потому что наша клавиатура с хот-свапом, чем вам не кастом, ребята, как бы тоже большущий плюс. И дополнительно 4 переключателя от Giteron, чтобы вы попробовали по разным цветам. Здесь есть обычные линейные, это вот черный
красные, они беззвучные, черные с граммовкой 60, они очень хорошо подходят. Вот я топлю за то, что для игр нужно брать вот черный, чисто для игр. Если вы не набираете текст на клавиатуре, не постоянно печатаете, вот чисто играете, 60 грамм самое идеальное будет. То есть я вам расскажу больше это в игровом блоке, но как по мне, вот 60-граммовые черные, беззвучные, они вот идеально подходят для игр вот непосредственно с граммовкой 60. Красные, они 45 грамм, тоже они линейные, беззвучные, они больше всего подходят под тайпинг, набор текста, потому что мягко, плавно нажимается все и, соответственно, вам легче печатается на них, чем с более тяжелыми. И вот такие вот тактильные они есть, это коричневые и синие. Чаще всего те ребята, которые переходят с мембранных клавиатур сразу на механику, и они пробуют непосредственно, заходят в шоурум попечатать, они вот обращают внимание на синие, потому что у них отчетливый клик. То есть они кликают, и людям это нравится. Мне это тоже реально попервой, я полгода, я даже на Oat and Blue, на самых дешманских, на синих, но я сидел, я кайфовал от того, что они вот так вот нажимаются. Для меня это показалось очень классно. Потом уже спустя время я начал пробовать другие, и уже там находил интерес свой в других, но вот ребята бывает покупают. То есть вы тактильно нажимаете, ну, тактильно чувствуете нажатие, и еще и слышите звуком, да, этот клик. А в коричневых вы не слышите этот звук, но тактильно чувствуете нажатие. Здесь, по-моему, в синих 50 грамм, в коричневых 55 грамм нажатия. Вот такие переключатели дополнительно идут. И кабель, ну то есть вы можете дополнительно их заказать по шуму, я вам дам услышать дальше, вы услышите по шуму с другими клавиатурами, я вам сравню. И идет кабель в комплекте, он 1,8 метра в тканевой оплетке, он достаточно толстый, но в принципе мягкий, к нему претензий абсолютно никаких не было за все время использования, он меня не напрягал, то есть кабель отличный, он здесь даже Type-C, я вот поэтому вот эту вот штучку не ставил, фиксатор вот этот, который идет в комплекте, я его доставал и там телефон заряжал, мышку заряжал, мне практично, когда я использую один кабель, он в клавиатуре, я могу быстро отсоединить его, с ферритовым кольцом 1,8 метра, как бы отлично. И клавиатурка, у нас непосредственно наша клавиатурка, она в формате TKL, это означает то, что у нее 87 клавиш, она не полноценная, не полноразмерная, у нее нету нумпада, здесь вот 10 сантиметров вырезано в этой клавиатуре. Если вы вот непосредственно работаете, и работаете с цифрами, то я вам скажу то, что неудобно использовать вот этот блок цифр, неудобно, реально нужен нумпад. Если вы смешанно работаете и играете, или просто покупаете клавиатуру для дома и не часто используете нумпад, то я прям советую, вот версия TKL это прям идеальный вариант, из-за того, что у вас компактная, красивая клавиатура, она небольшая, она у вас красиво смотрится на столе, плюс вы экономите 10 сантиметров, если вы играете на низкой сенсе, то у вас, соответственно, прокрутка по оси чуть будет больше. Сразу вы увидели, что клавиатура OEM, то есть тут есть большая крышка, которая накрывает эту клавиатуру и прячет полностью сами переключатели. Есть еще форм-фактор Skeleton, где эта крышка отсутствует и непосредственно переключатели видны. Мне нравится такой форм-фактор Skeleton, потому что, во-первых, его чистить можно легче, и во-вторых, вот чутка можно заглянуть вовнутрь, да, и вы видите вот часть механики этой переключателя, и оно как-то прикольно выглядит, да, вот в нашем современном мире, плюс подсветочка светится вокруг, как бы тоже классная версия Скелетона. И, кстати, вот я замечал на розетке за 50 баксов, ребята, 50 баксов в эту клавиатуру в Скелетоне с красными переключателями Giteron, она вот там стоит. То есть TKL, Скелетон с красными переключателями Giteron. То есть я просто не помню PBT Cup или ABS, но вот за 1400 гривен, по-моему, она стоит сейчас в розетке, это прям тоже имба. Очень прикольно для тех, кто любит тот Скелетон. Но это версия OEM у нас клавиатуры. Как раз здесь вот такая крышечка. Многие блогеры, я заметил, то, что они выделяют минусом ее внешний вид. Ну, как по мне, в принципе, она прикольно выглядит. Она достаточно стильная. Она с RGB подсветкой. Это сейчас она вот выглядит так серо. Но вот на игровом месте с включенной RGB подсветкой она прям вписывается ко всем девайсам и, в принципе, выглядит отлично. Да, отчасти соглашусь, то, что здесь вот простой пластик. Да, вот нету ничего-то особенного. Но, блин, там все деньги внутри, и тут грех жаловаться на это. Поэтому клавиатурка на самом-то деле огонь. По поводу непосредственно раскладки самой. Это стандартная раскладка ANSI, где у вас широкие шифты слева и справа, широкий Enter, широкий Backspace здесь и F-ки напротив двое. Как бы стандартная раскладка, поэтому привыкать к чему-то вы не будете. Тут здесь абсолютно все классно. Самое важное, что в этой клавиатуре установлена шумка. То есть здесь дополнительно они установили шумку между платом и плейтом. Из-за этого нажатие оно кажется таким глухим. Очень классно.
классным. Вот, допустим, в Keychron это не сделано, вы сейчас послушаете чуть дальше, и вы поймете, да, как клавиатура с шумкой работает. Хотя здесь не полная шумка, тут еще на низ корпуса шумку не наложили. Но даже вот отличие, здесь идет пробел с шумоизоляцией, да, а Shift, допустим, нет. И разница по нажатию тоже очень разная, поэтому вы это услышите. Как бы шумка здесь вот наполовину, но сделана, и как раз вот эта вот шумка между платой и плейтой, она прям вот идеально сглаживает вот это вот нажатие. Мне это вот максимально нравится. С обратной стороны есть ножки антискользящие, то есть, соответственно, их 4 штуки, если она у вас горизонтально лежит, то есть она держится отлично. Можно дополнительно маленькие выдвинуть, они здесь тоже прорезиненные, тоже, в принципе, хорошо держат. Я больше всего его использовал, то есть на полноценных ножках, когда они полностью открыты, вы видите, то есть она у меня даже подпылилась уже чуть-чуть. Месяц я ее использую, и вот так вот она здесь стоит, как бы достаточно плотно и классно. В принципе, то есть визуально клавиатура, честно, такого вау-фактора сразу, пока ее включил, нету, но вот по качеству она действительно сделана очень классно. То есть она не шумит. Она не гремит, тест на скручивание проходит отлично, собрано круто, нет никаких люфтов, нет никаких зазоров, то есть ничего не трещит, и здесь отличная пятерочка есть. По поводу кабеля, здесь кабель, видите, подключается от Type-C, то есть и сюда вы можете эту заглушечку поставить, ну, я еще раз повторюсь, кабель я высовываю, бывает, заряжаю, поэтому я ее не ставил. Вот эти каналы, которые влево-вправо, может быть, кому-то это хорошо, ну, то есть, но мне вот или ровно, или если бы сбоку она здесь выходила, было бы идеально, как бы. Но тоже плюс и тоже прикольно это сделано. Давайте посмотрим по капам. Здесь установлены PBT Double Shot кейкапы с двойным литьем. Это означает то, что здесь низ полупрозрачный, вы видите, пролитый пластик, и сверху пролитый PBT пластик второй уже в цвет клавиатуры, черный или серебристый, вот как другие кейкапы. У нас клавиатура черно-серебристая. Это означает то, что оба символа, и английский, и кириллица, они идут с подсветкой. У вас все подсвечено. Это большущий плюс. И в чем еще плюс PBT кейкапов? Это в том, что сами эти символы не стираются, то есть спустя год, 2, даже или 3 года вы будете использовать, они не протрутся, потому что у вас, во-первых, здесь толстые кейкапы, они в районе там 1,5 мм, я уже вот проверил их несколько, толстые капы, и этот пластик, он не протирается, поэтому у вас не протрутся буквы, но у вас буквы вылиты вот на основе прозрачной, а сверху уже нанесена вот черная основа, то есть поэтому здесь насколько толстый пластик, что вы их не протрете. И второй плюс PBT кейкапов в том, что они не полируются, не натираются. То есть он здесь такой шероховатый, этот пластик, и его нереально натереть. То есть через год, через 2 у вас не будут такие лощеные часть клавиатуры, где вы прям отполировали сильно, да, и это видно. Это как в ABS пластике. В PBT пластике такого нету. То есть у вас и подсветка здесь от Double Shot подсвечивается, и PBT у вас не полируется. В этом прикол вот этих PBT кейкапов Double Shot, и это огромный плюс этой клавиатуры, потому что это действительно круто. Во-вторых, в отличие от Вармилы, здесь вот шероховатость PBT пластика, она чуть-чуть меньше. Такое ощущение, что они больше скользят. И для меня это плюс. Когда я набираю на клавиатуре, мне как раз вот важно то, что пальцы хорошо скользили, так я быстрее набираю. Вот. В Вармиле у меня такого не было, у меня прямо не цеплялись за этот PBT пластик. Действительно, он такой сильно шероховатый был. Здесь он намного глаже. Это вот прикольно. Как бы. Вот такие кейкапы, еще раз повторюсь, достаточно толстые, хорошего качества сами капы. Здесь прям респект. Вот с обратной стороны, как выглядит шумка пробела. Она сделана, и поэтому пробел, то есть звучит глухо, и вот, в отличие от шифта, от того же от Enter. Здесь, кстати, вот о пробеле хочется поговорить о стабилизаторах, потому что здесь стабилизаторы действительно крутые. Это от компании TLC, PCB Mount. Они, во-первых, и сделаны как-то интереснее, то есть, мне кажется, они более-менее долговечно будут выглядеть и, соответственно, работать. Во-вторых, они смазаны, то есть максимально, видите, как много смазки. Я вот даже чуть-чуть ее чистил сейчас, потому что я месяц использовал, как бы туда уже насыпалось всего, так сказать, продуктов моего существования. И пришлось мне ее чуть почистить, но вы видите, смазки здесь очень и очень много. И реально по стабилизаторам здесь огромный же респект. Тут же вы увидите бирюзовые как раз наши переключатели от Giteron Captil здесь установлены. Сейчас я вот один достану, чтобы вам показать. У него граммовка 50 грамм нажатия, то есть усилия. Это достаточно классное вот для игр и, в принципе, для тайпинга. Еще раз повторюсь, я чуть дальше выскажусь по этому поводу. И в целом они идут полностью смазанные, эти переключатели, и они практически бесшумны.
То есть у них нету ни эффекта песка, у них нету звона пружин, абсолютно ничего. То есть это бесшумные, крутые переключатели, которые возможно было сюда поставить. Мне они вот очень понравились. Плюс сейчас вы по шуму послушаете, я поставлю, вы, кстати, здесь плата с хот-свапом, я еще раз повторюсь, чем вам не кастом, да, здесь установлены на 3 контакта переключатели, но возможно поставить и на 5. Поэтому, то есть вы можете ее усовершенствовать, чем вам не кастомная клавиатура. Полноценный кастом, как по мне, за вот доступные деньги. Сейчас вы послушаете, я выставлю ряд переключателей Giteron красный, черный, синий, коричневый и вот как раз вот этот бирюзовый коптил. И вы послушаете по звуку приблизительно, что вам нравится. Потому что в основном, если вы будете постоянно набирать текст, то есть вы связаны с тайпингом, то вам нужно вот послушать, что вам подойдет лучше. А потом я уже дам вам послушать непосредственно всю клавиатуру, и вы по очереди послушаете те, которые мои были. Я уже несколько слов скажу по ним. Но вот по начинке сами вот эти коптилы, они на 50 миллионов нажатия, полный ход 4 мм, до срабатывания 2 мм. В принципе, стандартно, как и эти все переключатели. Они лишь отличаются громовкой. Но сразу хочу предупредить то, что смазанные переключатели уже смазаны дополнительно. То есть мне вот эти, кажется, они не смазаны, потому что тут уже чувствуется, да, само нажатие. Смазанные переключатели всегда будут намного тише. То есть если у вас есть какие-то переключатели, те же Giteron и Red, если у вас есть, и вы их можете разобрать, смазать, они будут еще в разы тише работать. Поэтому вот эта клавиатура в тайпинге просто идеальна. Как по мне, это просто топчик. Давайте послушаем переключатели. Запомните расположение переключателей. Сейчас вы послушаете, как они звучат. Это те, что были в комплекте. У нас тактильные синие и коричневые, плюс линейные красные и черные. Ну и, соответственно, коптилы, те, которые установлены. Сразу хочу, чтобы вы послушали без колпачков, как звучат реально смазанные переключатели, в отличие, вот, допустим, тех же самых красных, которые тоже тихо должны звучать, без какого там эффекта песка, но непосредственно они не смазаны. Это вот тоже важно. Ну и дальше послушайте по звуку, может быть, поймете, какая клавиатура вам подойдет с какими переключателями.
В клавиатуре есть полноценная RGB подсветка на 16 миллионов цветов. Конечно, ярче бы она смотрелась в форм-факторе Skeleton, но и здесь все круто прям смотрится, мне придраться не к чему, прям все идеально. Вы видите, видно как и кириллицу, так и, соответственно, английский шрифт. Вот PBT, кейкапы, даблшот просвечиваются круто, плюс они долговечные. Вот это вот огромный ним плюс. Ну и классно подсвечиваются непосредственно сами капы вот под низом, да, такое ощущение, то, что они плавают на этой подсветке. Вы можете, собственно, назначать, вернее, переключать различные ход-кеи с помощью клавиши FN. Она вот здесь нарисована, вернее, логотип на ней нарисован Dark Project вместо надписи FN. Прикольно они, кстати, сделали, когда вы нажимаете эту клавишу, загораются, соответственно, те клавиши, с которыми вы можете использовать этот ход-кей. Да, Windows — это блокировка Windows режим, остальные — это мультимедиа клавиши и несколько клавиш по подсветке. Inst и Del вы можете листать различные вариации по подсветке, то есть переключая, соответственно, эти клавиши. Здесь на Inst 7 режимов, на Del бывают 5 режимов здесь различные. Также само очень круто, кстати, сделали, когда вы можете назначить рабочие столы свои, да, вот непосредственно под игры вы назначить путем нажатия FN и Page Up и Page Down, то есть назначить какой-то, допустим, у вас именно рабочий стол по печати, вы чисто будете печатать. Прикольно это очень, кстати, смотрится. Плюс, ну, у меня она вот светится разноцветно, я оставил вот этот цвет. Плюс вы можете стрелочками вверх и вниз регулировать яркость, ярче и тише. Ну и, соответственно, влево и вправо вы можете регулировать поток, сам, который идет, волна это или там радуга, более быстрее будет переливаться. Но все это дополнительно можно настроить с софта, но все равно вот эта вот функция, реально ее нигде не видел, она вот максимально прикольно, зажимаете и у вас видно все ходки, и вы можете ними управлять. Как по мне, очень прикольно. Ну и подсветочка достаточно яркая и красивая, реально. У клавиатуры есть полноценный софт, который отлично работает. Здесь вы можете создать несколько профайлов под определенные игры или программы и кастомно настроить именно клавиатуру под них. На каждую из клавиш вы можете назначить абсолютно любое действие, которое вам предложено, или загрузить свой макрос. Здесь вы сможете настроить RGB подсветку, тоже очень кастомно, но также само вы сможете ее настроить с помощью хоткеев. И отдельное окно под макросы вы сможете загрузить свои или здесь доработать новые под какую-то программу или под какую-то игру. Софт отлично работает, у меня не было с ним никаких проблем, все оперативно быстро меняет и никаких абсолютно глюков, поэтому софт достаточно классный. В игровом процессе мне клавиатура понравилась, особенно понравились это переключатели Gitron Captil с граммовкой 50 грамм. И как по мне, это золотая середина между тем, чтобы работать и играть. Если вы 50% работаете, 50% играете, прям хотите схватить адреналина и поиграть в FPS-шутеры, то вот эти переключатели с граммовкой 50 грамм, они идеальны. Скажу сразу то, что я долгое время пользовался красными переключателями. Я не понимаю, почему все говорят, то, что красные переключатели именно для гейминга. Нет, реально красные переключатели, они максимально легкие, на них очень удобно печатать. Тайпинг. Если вы копирайтер, если вы программист, если вы там СОшник, допустим, как я, да, и отчасти вы много набираете, то на красных переключателях вы можете работать долго, 2, 3, 4 часа, и у вас не устанут пальцы. Более тяжелые переключатели, там 50-60 грамм, у вас уже будут руки и пальцы чуть-чуть болеть, чуть-чуть напрягать, спустя час или два времени. Но в играх абсолютно другая ситуация. Вы в играх нервничаете, особенно в FPS-шутере, когда у вас выделяется адреналин, когда вы прям играете жестко, вы порой не контролируете свою силу. И вот по моим наблюдениям, я когда играю на красных переключателях, я дабл-кликаю. Допустим, мне нужно докинуть одну пластину, соответственно, там защиты, и сразу убить врага. Я нажимаю один раз, я докидывается одна пластина. Но я порой на механической клавиатуре, вот с красными переключателями, где 45 грамм граммовка, не чувствую нажатия тактильно. То есть я во время игры нервничаю, и такое ощущение, мне кажется, то, что я не нажал. И получается, нажимаю 2-3 раза, и это сбивает меня с игры. Допустим, перезарядка как-то сработала. Или я добавил 2 пластины, мне нужно было одну пластину и атаковать уже врага. То есть бывают такие моменты, когда ты дабл-кликаешь из-за того, что ты не чувствуешь нажатия. А вот когда у вас переключатели 50 грамм, и когда у вас переключатели еще лучше 60 грамм, если вы прям чисто играете, вы прям задрот, или вы геймер, или киберспортсмен, то попробуйте 60-граммовые переключатели, вы вот увидите, насколько это вот приятно и классно играется. Вы четко и отчетливо прям будете понимать клик, то, что вы нажали, вам не нужно еще дожимать его еще раз. И как по мне, вот я именно
смотрю в эту сторону. А здесь вот Гитерон и Коптил, они вот золотая середина у них. Я, конечно, привык печатать где-то. Я поначалу, когда начал набирать сценарий, мне показалось, что они прям, ну, чуть-чуть с усилием нажимаются, действительно жесткие. Хотя разница 5 грамм, казалось бы. Но, тем не менее, я за час привык. Это из-за того, что я до этого уже почти, да, второй год использовал красные переключатели, там разные, от Cherry, от Гитерона, от HyperX, и поэтому, да, у меня было привыкание. Если вы сразу на нее перепрыгнете, у вас привыкания не будет. Поэтому, то есть, в моем случае, это прям вот идеальный вариант для тайпинга и идеальный вариант для игры. И как по мне, если вы отдельно чисто занимаетесь игрой, чисто играете, присмотритесь к черным 60-граммовым. Если вы чисто хотите механику для работы и для тайпинга, то вот берите красные переключатели, они будут в самый раз. Но в целом нужно все, конечно, пробовать самому. Я вот попытался вам передать свои ощущения. Выводы, плюсы и минусы по клавиатуре, хотя минусы мне очень сложно даются. Я не могу выбрать здесь каких-то определенных минусов, которые меня бы не устраивали в эти деньги. То есть за 2400 гривен, то даже за 100 долларов, сколько она стоит на официальном сайте, эта клавиатурка просто имба за свои деньги. То есть у нее нету абсолютно никаких конкурентов, которые вы могли бы купить у себя в стране с полной гарантией. Прийти в магазин и купить, да, или в интернет-магазин популярный с полной гарантией купить. У вас таких не будет клавиатур. Абсолютно не будет клавиатуры. Здесь минусов как таковых нету. Есть какие-то недочеты, я за них сейчас чуть дальше скажу, но тем не менее, это если бы я сравнивал две кастомные клавиатуры какие-то между собой. Или бы она стоила каких-то более дорогих денег, я бы сказал бы, не вложили что-то, да, на эти деньги. Понимаете? То есть за эти деньги она прям идеальная имба. Пойдем сейчас по плюсам и отчасти, да, скажу то, что меня не устроило. Я в видео за все говорил, сейчас буду повторяться для тех ребят, которые любят промотать. Смотрите, самое основное это переключатели. Гитерон, Коптил, смазанные переключатели, это вообще на уровень выше. Во-первых, сами переключатели классные, мне понравилась вот эта вот граммовка, она прям нейтральная граммовка. И для игр классно, там где вы четко чувствуете тактильно это нажатие, да, и непосредственно для тайпинга, где вы чуть-чуть привык, это я привык, там мне нужно было час привыкнуть после красных переключателей, потому что в основном я работал уже на красных долгое время, и я там час привыкнул из-за того, что они чуть-чуть упругие, да, но через час уже я полностью прям привык. Если вы сразу прыгнете на эту клавиатуру, то вы сразу привыкнете к ней. Реально большая разница, можно даже брать этот борт на красных переключателях от Giteron, вот вы слышали их в Keychron, но реально очень огромная разница, смазанные они или если не смазанные. То есть реально шум в половину уменьшается или даже больше. Реально уходит песок такой, или какой-то звон пружин, если он есть в каких-то переключателях. Они же все 87 не могут быть идеальны, да? Где-то что-то вот могут быть какие-то погрешности, и смазка это прям убирает. Вы слышали, как вот для меня были идеальные переключатели Giteron Red на Keychron, я прям тайпинг был божественный, я набирал круто все. А здесь помимо того, что это смазано, еще и шумка непосредственно на Dark Project, это прям небо и земля. Поэтому, если вы даже и купите клавиатуру на красных переключателях, вот заморочьтесь, чтобы их смазать. Просто разобрать все и смазать. Или покупайте сразу вот Коптил, которые идут смазанные заводы, это прям супер, честно, это топчик. Это вот основной плюс этой клавиатуры, самый первый. Но в остальном тоже одни плюсы. Кейкапы, да, это классный ПБТ пластик, который не протрется годами, символы не протираются, потому что не протрутся из-за того, что даблшот, там двойное литье, вы не протрете там полмиллиметра этого пластика, да, он не наполируется у вас цвет останется, как и был, будет несколько лет, это 100%. Подсвечивается эта подсветка, да, все буквы видите, кириллицу, английский шрифт, как бы круто. Сами кейкапы крутые, подсветка RGB-шная, она тоже полноценная, прикольно реализована, ходки через FN, эти, которые подсвечиваются, рабочие столы, полноценный софт здесь, да, с макросами, с назначением на любую клавишу своего действия. То есть все здесь можно настроить в этой клавиатуре. Кабель Type-C здесь, TKL формат маленький, как бы. Она мне нравится. Вот самый тоже основной плюс это шумка, да. Казалось бы, многие там придираются, мы сейчас тоже скажем, для того, что она полностью не обесшумлена, а шумка стоит только между платой и плейтом. Смотрите, я вам показал Keychron за 80 долларов. HyperX Alloy, которая стоит в районе 100-110 долларов, TKL, Alloy TKL у меня версия, и Warmila, которая стоит 200 долларов. Ни одной в этой клавиатуре нету абсолютно никакой шумки, нету шумки там нигде, и они реально звонко звучат. Да, может быть, у меня неправильные были звуковые тесты из-за того, что все-таки вибрации от стола были при нажатии, да, нужно было на коврике нажимать, но тем не менее, здесь вот эта вот шумка, она абсолютно компенсирует звук вибраций, и у вас просто глухой красивый звук. Вот,
классный звук, а в других этих клавиатурах нету в эти деньги, понимаете? И здесь, ну, придираться, ну, не к чему. Другие блогеры придираются то, что здесь нету шумки полностью всего корпуса. Блин, да в других аналогах ее вообще нету. Спасибо хотя бы за эту подложку, понимаете? Или там придираются к тому, что она выглядит сильно просто. Ну, конечно, все деньги вложены туда, реально все туда вложено. Сейчас в основном все клавиатуры, как ты их выделишь? Только какими-то сменными кейкапами. Но они здесь тоже есть. Вы можете дополнительно купить сменные кейкапы, у вас уже будет полный кастом, как бы, за отдельные деньги. А визуально, ну, понятно, она визуально выглядит, как все остальные клавиатуры. Конечно, со включенной RGB подсветкой на игровом месте она намного круче выглядит, чем вот просто выключенная. Поэтому там у нее такой серовастенький сильно дизайн. Да. Некоторые могут сказать то, что почему там 3-пиновые переключатели, если борт поддерживает 5-пиновые. Ну, здесь уже вы выбираете по переключателям, какие лучше, то есть такие ставите или дорабатываете ее, если вы хотите уже отдельный кастомный борт. А это уже действительно отдельный кастомный борт. Конечно, жалко то, что нету именно TKL, вернее, нету именно скелетон формата. Да? Не то чтобы минус бы, а я просто бы хотел бы увидеть эту клавиатуру в скелетоне. Мне вот нравится скелетон, мне нравится вот видеть, да, наполовину вот эту всю механику. Это красиво выглядит, такой, да, типа киберпанк, да, когда вы отчасти какой-то механизм видите. Это прикольно, вот скелетон классно. Было бы прикольно для тех людей, которые любят полноразмерные клавиатуры, соответственно, полноразмерную версию клавиатуры. Но я думаю, со временем это будет все развиваться, конкуренция растет. Круто, что Dark Project зашли в Украину. Это действительно очень качественные клавиатуры. И сейчас нашим брендам уже нужно будет очень жестко конкурировать с ними и по ценой, потому что цена уже как бы очень доступная. Это очень доступная цена за крутую механическую клавиатуру. Поэтому классно то, что они зашли на рынок, и круто, что она уже продается, такая клавиатурка. Если вы успели купить, прямо отпишите в комментариях, там вам 5 я дам, потому что вы прям счастливчик. Реально за эти деньги клавиатура имба. Или мониторьте другие магазины, я ссылочки в описании оставлю на маркетплейсы, мониторьте в любое время эту клавиатуру, все равно с этими всеми праздниками будут скидки, вы сможете купить ее за нормальные деньги. Так что советую всем мониторить и вот покупать классные качественные девайсы. Такой у меня получился обзор. Если у вас есть такая клавиатура, напишите свой отзыв, это будет честный отзыв для тех ребят, которые ищут как раз и смотрят обзор. Ну и в целом пообсуждаем с вами какие-то плюсы и минусы. Может быть, спустя время что-то вылазит у Dark Project. Это мы с вами пообсуждаем и там в следующих обзорах будем это раскрывать. Поэтому пишите в комментариях, я на все комментарии отвечаю. С вами, как всегда, был Влад, вы на канале Computer Assembly. До встречи в новых выпусках.